Кто-то говорит пермакультурный сад, кто-то называет это лесосад. Я люблю говорить малоуходный сад. Не вдаваясь в подробности, не вдаваясь в детали, по большому счету это про одно и то же. Как не вкладывая и не вкалывая что-то от своего сада получать. Как это все организовать. И вот волею судьбы, вернее волею российских м***ов, я вот как раз сейчас нахожусь в таком очень интересном саду. Давайте немножко предыстории этого сада. Вот нынешние хозяева, как я понимаю, приобрели этот участок относительно недавно, чуть больше года. И в принципе он им достался уже в таком виде. А вот прежние хозяева довольно активно здесь сажали, в том числе декоративные растения и в том числе какие-то плодово-ягодные растения. Но, видимо, из-за того, что уже в преклонном возрасте они были, они отказались от ухода, и лес, который окружает этот участок, стал потихонечку проникать и завоевывать все больше и больше пространства. И вот у меня сейчас есть уникальная возможность увидеть, как же развиваются плодовые и декоративные растения в условиях леса. Можно ли с них получать урожай и будут ли они радовать своей декоративностью. И вот сегодняшнее видео как раз о том, что я в процессе расчистки этого участка, какие плодовые растения, ягодные растения я здесь обнаружил. И сейчас я вам это покажу и немножко прокомментирую. Вот это ирга. Возле дома здесь растет большой куст ирги, который мы уже благополучно съели вместе с птицами. А вот здесь буквально пару дней назад я обнаружил в процессе расчистки, весь заросший ежевикой, еще один небольшой кустик. И на нем как раз сейчас созрели плоды. Ирга очень интересное растение, идеально подходящее для малоуходного сада. Дело в том, что ей не страшна ни засуха, ни сильный мороз до минус 40 градусов она выдерживает спокойно. Она может расти на склонах, она может расти в тени других деревьев. Вот для такого лесного участка это идеальное растение. Мало того, что декоративное, она шикарно просто весной цветет такой белой пеной. Осенью вот эти листья становятся желто-красными, а вот эти ягодки, они созревают не одновременно. Поэтому они стоят в разноцветном таком окрасе. Есть темные фиолетовые, есть розовые еще, есть даже зелененькие кое-где. И это придает особую красоту. Хотя, конечно, если вы хотите эти ягоды использовать для приготовления каких-то блюд, ну, например, вареники из нее можно делать, из нее можно делать варенье, из нее можно даже делать вино. Имейте в виду, что созревает она не одновременно, поэтому делать сбор нужно будет порциями какими-то. Если, кстати, собираетесь делать вино, имейте в виду, что ягоды лучше собрать и дать им полежать несколько дней. Тогда через несколько дней вы сможете отжать гораздо больше сока. Растение, как я сказал, очень неприхотливое, потому что у него глубокая корневая система и широкая. В принципе, добывает все питательные вещества она самостоятельно. Вот этот кустик рос тут в зарослях. Поэтому он вот сформировался не совсем правильно. Иргу лучше формировать в виде мультиштамба, то есть чтобы несколько стволиков выходило из растения. И потихонечку ее как бы омолаживать. Старые ветки постепенно удалять, оставляя новую молодую поросль. Кстати, про поросль. Ирга дает достаточно много поросли, с ней приходится бороться. Но вот здесь, на лесном участке, это как раз совершенно не минус, а наоборот плюс. Лучше пускай будут заросли ирги, чем заросли, скажем, вот этой самой колючей, непроходимой ежевики. Вот сейчас можно собирать уже урожай с этого кустика. И, в принципе, я смотрю, поросль уже появляется. Значит, наверное, можно будет немножко обрезать, чтобы поросль начала нарастать на ней активная. Следующая очень интересная ягода. Я буду двигаться так по мере созревания. Вот эта ягода. Это лесная земляника или лесная клубника. Это родственные культуры, между ними есть разница. Честно говоря, не очень в этом разбираюсь. Говорят, у клубники более заостренный кончик у ягоды. Но это кругленькая, скорее всего, это вот та самая лесная земляника. Ее здесь достаточно много. Она, правда, заросла бурьяном. Немножко прорываю бурьян, немножко, чтобы все-таки ягоды получали свет и созревали. Ее здесь много, повторюсь. Но если иргу мы едим вместе с птицами, то вот землянику как раз мы едим вместе со слизнями. Но в принципе хватает всем. Ирга и земляника это, конечно, хорошо, но ними сыт не будешь. Нам, украинцам, хочется чего-нибудь более существенного. И вот нашел я в лесу, в окружении деревьев, фактически солнечный свет сюда не попадает. Черешня. Конечно, она вот как раз сейчас, кстати сказать, поспела. Я бы ее никогда в жизни не увидел, но благодаря вот этим желто-розовым ягодкам я ее обнаружил в этом лесу. На вкус, конечно, никакая. Водянистая, не очень сладкая, в общем, не мелитопольская. Но, тем не менее, растет и плодоносит. У меня за спиной слива. Она еще совсем зеленая. Не знаю, что за слива, может быть, алыча. Не знаю, честно скажу, жду. Но
Сейчас буквально одна из первейших моих задач – расчистить здесь. Потому что все-таки и черешня, и слива нуждаются в солнечном свете. Поэтому вот эти ветки деревьев, которые над ними находятся, я удалю. Сами деревья оставлю сбоку, пускай будут. А вот эта крона этих деревьев, которая перекрывает полностью сюда свет, видите, даже ветки позасыхали. Обязательно надо удалить, чтобы все-таки солнце получало. И сделать это надо сейчас, потому что вот сейчас она отплодоносит и начнут закладываться цветочные почки на будущий год. Может быть, даже поправлю ей крону. Опущу ее немножко, потому что весь урожай там наверху, его собрать невозможно. Ну, птицы разве что опять же съедают, или он опадает просто. Слива как раз роста хорошего, собирать ее будет удобно, но тоже надо немножко расчистить. Еще одно очень мое любимое растение, причем совершенно неприхотливое, это айва. Еще недавно оно тоже было затенено, я его уже расчистил. И тем не менее, видите, даже в тени оно образует плоды в довольно больших количествах. Сейчас, когда я ее расчистил, начнут закладываться почки на будущий год. Надеюсь, в будущем году она даст еще лучший урожай. Деревце небольшое, оптимальных размеров. Вот эти вот плоды, естественно, они только в начале своего развития, им нужно время, чтобы вырасти. Идем дальше. Еще одно всем нам знакомое и, конечно, любимое растение – это крыжовник. Видите, в каком он запущенном состоянии. Зарос травой буквально, очень старые ветки уже, но тем не менее есть плоды. И хотя существуют определенные правила, как правильно сажать крыжовник, чтобы на хорошо освещенном месте, чтобы ни в коем случае не было застоя влаги, чтобы он от засухи не страдал. На самом деле в лесу он прекрасно растет. Он еще немножко зеленый, но скоро уже будет поспевать. Мало того, что его нужно расчистить, конечно, но его нужно существенно омолодить. Кстати, ягоды уже мягкие, уже созревают. Соберу урожай, повырезаю старые ветки, оставлю молодые. На кусте должно быть по несколько, по 3, по 4 ветки разных возрастов. Однолетняя, двухлетняя, трехлетняя и так далее. После 6-летнего возраста ветка перестает плодоносить, ее лучше вырезать. Конечно, ни о каком полноценном выращивании винограда вот в таких лесных условиях говорить не приходится. Но тем не менее, вот опора. Вот виноград, если вы видите. И вот здесь вот на этом дубке небольшом то же самое есть лоза. Но не нашел ни единого намека на то, что будет какой-то урожай, потому что абсолютно темно здесь. И здесь скорее речь будет идти не о том, чтобы расчистить, как-то омолодить. Если хозяева захотят, то придется покупать, приобретать новый саженец винограда, делать для него опору где-то на солнечном месте, наверное, не здесь, а где-то на открытом солнечном месте, и пытаться выращивать виноград там. Край винодельческий, виноград тут выращивают. И вот одно растение, которое меня очень сильно заинтересовало и порадовало, это мой любимый инжир. Инжир здесь растет в виде мощного такого многоствольного куста. Какой это сорт, хозяева не знают, ну, я, естественно, пока тоже определить не могу. Морозов здесь сильных не бывает, поэтому зимует он просто в открытом грунте, никто его не утепляет, не укрывает, не пригибает тем более. И тем не менее он весь уже покрыт бребой. Бреба – это первый урожай. Хотя он не такой вкусный, как основной урожай, который созревает уже в конце лета, осенью, тем не менее мне очень интересно попробовать. Вызревает ли здесь второй вот этот основной урожай, тоже никто мне сказать ничего не может, поэтому пока просто наблюдаю. Посажен он очень правильно, солнечное, открытое место, ну, немножко расчистил вокруг него, немножко поудалял лишние ветки, которые внутри кроны росли, на которых плодов не было, которые просто загущали его. Немножко оборвал листья. В общем, жду и наблюдаю. Очень надеюсь, что его мы все-таки попробуем, и он будет вкусным. Ну, а это растение, которое меня окончательно добило. Это каштан посевной, или в простонародье каштан съедобный. Вот он как раз сейчас цветет, вернее заканчивает уже цветение. И на нем начинают образовываться плодики. Плодики, которые будут расти, развиваться примерно до ноября. В ноябре вот эта колючая оболочка лопнет, из нее выпадут каштаны, которые съедобные, которые можно запекать и можно жарить. Если вы решили у себя на участке посадить каштан посевной, съедобный, имейте в виду одну особенность. А, кстати, растет он по всей Украине. Есть такая особенность. У него на дереве одновременно и мужские цветки, и женские, но не сразу. Поэтому первое цветение и даже второе цветение вашего саженца может не дать плодов. Потому что, как правило, первое и второе цветение только мужские цветки образуются. Не отчаивайтесь, просто немножко подождите. С годами будут образовываться мужские цветки, женские цветки и, соответственно, будут образовываться эти самые вкусные плоды. Ну и, наконец, еще одно растение, которое стоит здесь особняком, это ежевика. Казалось бы, живи и радуйся. Собираю урожай совершенно безо всякого ухода. Но, к сожалению, ежевика здесь наносит больше вреда.
она настолько активная, настолько агрессивна, что с ней приходится бороться. Она просто оплетает деревья, оплетает саженцы какие-то, ну, естественно, угнетает их. Поэтому с ежевикой мы здесь боремся. Хотя вдоль забора, где-то на окраинах она растет, и, в принципе, если нам захочется собрать урожай, мы его наверняка соберем. Итак, о чем же сегодняшнее видео? Это ни в коем случае не лекция о том, какие растения нужно выращивать, если у вас лесной участок. Нет, ассортимент растений может быть совершенно другим. Мне, например, не хватает здесь смородины, а она прекрасно могла бы расти вот в этих лесных условиях. Или, например, лещины не хватает, которая тоже отлично может расти вот в таком тенистом лесном месте. Разговор сегодня, я думаю, был не об этом. Разговор о том, что фактически у вас, как у садовода, есть две крайности. Первая крайность – вы тратите большое количество денег, вы тратите много сил, пытаясь получить урожай. Урожай, который вы будете есть, который будете закладывать на хранение, консервировать, отдавать, продавать даже. Вторая крайность. Вы делаете вот так, как в этом саду. Сажаете какие-то растения и отдаете все природе. Вот все, что останется, все, что поспеет, все, что не съедят птицы, белки, все остается вам. Вас это устраивает? Делайте так. Вас устраивает другой вариант? Делайте по-другому. Конечно, могут быть и какие-то промежуточные варианты. Вот тот промежуточный вариант, который я пытаюсь здесь сейчас реализовать. Все-таки культурные растения, плодовые, я сегодня вам про плодовые рассказывал, а ведь здесь еще и декоративные растения есть. Оставить их открытыми, предоставить их свету. Конечно, если они будут на свету, они будут лучше плодоносить, будут лучше цвести, все это будет красивей. Но при этом лес мы будем сохранять, потому что именно лес – основа того, что все вот эти растения, которые я вам сегодня показывал, ничем не болеют. В этом саду не применяются пестициды. Ни от болезней средства, ни от вредителей. И здесь, вот в этом лесосаду, никто ничего никогда не удобряет. Итак, повторюсь еще раз, только вы, садовник, имеете право решать, каким быть вашему саду. И если вы знаете цель, если вы понимаете, что вы хотите получить от своего сада, соответственно, и делать вы будете те или иные какие-то вещи, которые наверняка пойдут на благо вашему саду. Но делать все нужно с пониманием, а не слепо копируя кого-то. Всего доброго. Так, смородину-то сажать будем? Да я не знаю, подумаем. Надо с хозяевами пообщаться. Нужна им, мне смородина нужна. Я не представляю зиму без смородины в сахаре. Что у них, не знаю. Окей.